Всем привет из Филиппин, из города Думагете. Города, расположенного в провинции Восточный Негрос и получившего прозвище «Город вежливых людей». Города, ставшего вторым домом для многих иностранцев, выбравших Филиппины в качестве страны для переезда. Популярным направлением для релокации город стал также потому, что когда-то, в 2014 году, он попал в список лучших городов для выхода на пенсию по мнению журнала Forbes. Чем больше сюда приезжало экспатов из разных стран, тем сильнее менялся город. Он стал подстраиваться под их нужды и желания. Все больше и больше открывалось кафе и ресторанов с кухней разных стран. Стали появляться магазины с импортными товарами и продуктами, бары, где в основном собираются иностранцы со своими филиппинскими подругами, и ночные увеселительные заведения. Кроме посиделок в барах, в нашем городе найдется чем себя занять. Тут есть небольшой аквапарк, в бассейнах которого можно спрятаться от дневной жары и развлечь себя на простеньких водных аттракционах. Тут длинная и очень милая набережная, по которой горожане неспешно прогуливаются после 4 вечера, когда дневная жара уступает место вечерней прохладе. You, babe, and I don't wanna miss a day, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a day. Тут, в торговом центре, можно сходить в кино, а иногда в городе проходят выставки и фестивали. Например, фестиваль Бугласан. В течение нескольких недель каждый из городов нашей провинции демонстрирует, чем их деревня известна. Где-то собирают мед, где-то мастерят лодки, где-то выращивают манго. Что-то вроде выставки достижений народного хозяйства. И все это сопровождается уличными танцами и шествиями в национальных костюмах, гуляниями, уличной едой, концертами и фейерверками. В такие дни Филиппины во всей красе показывают приезжим гостям из других стран свои традиции и культуру. Облюбованный экспатами из разных стран, город изменился. Я был в других провинциях и городах средних размеров на Филиппинах и могу сказать точно, что Думагете уже отличается от них. Приезжие экспаты пытаются ввести сюда свои привычки, вкусы и понятия, а местные жители уже давно привыкли к обилию иностранцев на улицах города. За последние несколько лет город также стал убежищем для многих наших соотечественников. Все чаще и чаще на улицах города я слышу родную речь. Некогда известный как город вежливых людей, в последнее время Думагете все чаще и чаще стали называть не Думагете, а Драмагете. Практически каждый день в новостных группах я слышу истории о конфликтах и драках с участием иностранцев. Hala, gisipa. Hala! Oh my God! Hala, patay na na! Hala! Hala, дай! Кто-то не поделил очередную филиппинскую подругу. Кто-то с кем-то попытался открыть совместное дело, и теперь каждый тянет одеяло в свою сторону. Кого-то возмутила филиппинская манера вождения, и он попытался научить местных жителей правильному вождению, несмотря на то, что сам был под градусом за рулем в этот момент. А кто-то с кем-то не сошлись в политических взглядах. Достаточно просто в поиске Ютуба набрать «Думагете драма», чтобы оценить масштаб того, о чем я говорю. В этом городе я живу уже 5 лет. Тут мои друзья и подруги. Тут я знаю каждую улочку и был практически во всех интересных местах, как в самом городе, так и в его округе. На пляжах, в горах, на водопадах, на горячих источниках и в разных резортах.
Но иногда из города хочется свалить. Свалить куда-нибудь туда, где я раньше никогда не был. Туда, где я мог бы остаться наедине со своими мыслями и насладиться восхитительной природой без толп людей вокруг. Свалить подальше от драм и интриг нашего города. И вовсе не обязательно для этого уезжать далеко, на другой конец острова или вовсе на другой остров. За 5 лет жизни тут я периодически открываю для себя в округе восхитительные места, в которых раньше никогда не был и о которых мало кто знает. В этот раз мой гид по нетуристическим местам повезла меня на так называемую Молитвенную гору. Кстати, если не смотрели видео с нашего предыдущего похода к одному из водопадов, ссылочка на него будет по всплывашке и в описании к этому ролику. Из города на мотобайке предстояло подняться достаточно высоко в горы. Ехали мы, наверное, около часа. Сначала поднялись до городка Валенсия. Оттуда, еще выше в горы, проехали мимо достаточно популярного места, где благодаря вулканической активности серные горячие источники выходят на поверхность. Ехали мы все выше и выше в горы, давно уже оставив позади все известные туристам тропы, пока дорога не кончилась. Это был верный признак того, что мы на правильном пути, и дальше предстояло идти пешком. Хайличон! Тропинка, ведущая вверх на Молитвенную гору, была совершенно невзрачной, и мы бы никогда ее не нашли без помощи местных ребят. В принципе, подниматься пришлось не так уж и долго, и выйдя из густых кустов на вершину, нашему взору предстал просто ошеломляющий пейзаж. Долго находиться на вершине мы не смогли из-за обжигающего солнца и отсутствия какого-либо укрытия от него. А спустившись, мы решили исследовать еще одно место. Недалеко на картах значился водопад, о котором мы никогда не слышали раньше, и дорогу до которого мы и решили проверить. What's that? It's Kalamungai. Why it's like that? Because they're just planting. Удивительно, что даже так высоко в горах, далеко от какой-либо инфраструктуры и сервиса, тут живут люди. То тут, то там нам встречались жилые дома. А вы бы хотели поселиться в таком месте? Напишите в комментариях. Там наверху обезьяны живут, но они боятся подходить. Я издалека их вижу, но близко они не подходят. Обезьяны! Обезьяна-маны! Слышь, палку? Да, тебя палкой не обманешь. А банана у меня нет. Мы добрались до места предполагаемого водопада, но так и не смогли найти спуск к нему, хотя отчетливо слышали шум воды где-то там внизу. Мы слышим водопад где-то внизу, но абсолютно нет никакой тропинки, чтобы туда спуститься. Позже местные жители рассказали, что после страшного тайфуна, случившегося в 2020 году, дорога до водопада была уничтожена. Ну что же, мы этого не знали. Зато тут я впервые попробовал на вкус плоды спелого какао прямо с дерева. Вкус у него кисло-сладкий. Мы не смогли найти водопад и с поражением возвращаемся обратно к мотобайку. Хоть мы и не смогли найти водопад, зато здесь, в горах, мы нашли очень милое кафе с потрясающим видом. Называется оно Chosen's Cafe, где мы остановились до тех пор, пока не начало вечереть. One coffee. Порой, когда возникает желание убраться из города, я просто сажусь на велосипед и еду. Еду так долго и так далеко, насколько только могу. Порой только в дороге я могу найти свой покой. В этот раз я поехал в город Байован, который находится в 100 километрах от Думагеты.
Я сейчас в городе Баяван. Этот город мне очень нравится. Он находится на острове Негрос в 100 километрах от Думагети. Тут очень красивые пляжи, большая набережная, и город очень милый и уютный. Я смотрю, тут построена сцена, территория пляжа вычищена. Наверное, какое-то мероприятие будет вечером. А еще здесь пляжное кафе, где готовят барбекю и гриль. Посмотрите, какой здесь сквер, где можно в тени отдохнуть от палящего солнца филиппинского. И сквер находится прямо на пляже. То есть, если надоест отдыхать в тени, можно выйти прямо на пляж. И вот здесь прям большой красивый пляж песчаный. Мне очень нравится город Баяван. Я здесь, наверное, уже 3-й или 4-й раз. Я чисто случайно оказался в Баяване. Я утром вышел покататься на велосипеде и не заметил, как проехал 100 километров сюда. А обратно сил уже нет возвращаться. Поэтому я за 650 песо снял комнату. Если вы хотите найти самое дешевое жилье, на картах Google, где вы находитесь в данный момент, наберите не hotels, не отели, а pension house, пенсионат. Обычно в пенсионатах самый дешевый ночлег. Вот мой пенсионат в городе Баяван, кстати, рекомендую. Хорошее место, чистое и вполне дешевое. Пойдемте, покажу комнату свою. Номер 4. Кровать, вентилятор, туалет, душ. Что еще надо за 650 песо всего? Окно открывается, поэтому вентилятор вполне нормально обдувает. Кондиционера здесь нет. Комната с кондиционером стоила 950 песо. И огромный корабль стоит в кустах. Не похоже, что он заброшен. Я вижу, там краска. Похоже, его ремонтируют. Ого, это прям филиппинская банка с поплавками. Да, с той стороны поплавок снят, а здесь он на месте. Фига себе, огромный какой катамаран. Офигенный пляж, сейчас солнце очень ярко светит, я не могу смотреть, начинаю щуриться. Свои блогерские очки забыл дома, я даже камеру брать не хотел. Не думал, что буду что-то снимать. Спасем медузу! Давай! Спасайся! Плыви! Тут длинная набережная, которая находится прямо на прекрасном пляже, а вдалеке видны очертания гор. На набережной есть крытые беседки со скамейками. Сейчас в городе Баяван проходит фестиваль уличной еды. После 6 вечера здесь на набережной откроются ларьки с разнообразной уличной едой. А значит, я приду сюда попозже, чтобы попробовать местную уличную еду. А вот рыбу сушат. И маленькая, и большая, и средняя. Но она очень соленая. Я сейчас гуляю по набережной города Баяван. Время, наверное, 7 вечера. Горожане занимаются спортом, гуляют, отдыхают, пьют молочные коктейли. Unlimited? Yeah. How much it is? 199 per head. 199 Per head. and eat everything you can. Всего за 200 песо буфет с морепродуктами, кушай сколько захочешь. 3 штуки сразу сперла.
Собака только что украла со стола 3 палки с курицей. Я еще никогда не встречал на фудкортах, на уличной еде, чтобы был буфет с морепродуктами безлимитный. Время 6 утра, я выезжаю из Байавана, и сегодня нужно вернуться домой в Думагете. Это примерно 100 километров отсюда. Там в одном месте будет тяжелый подъем, я не знаю, как я его смогу преодолеть. Деваться-то некуда. «60 километров проехал обратно, и все, закончился. Как раз только-только поднялся в эту гору, которая находится в Сиатоне. В ту сторону-то с нее скатываться было поприкольнее. А еще нет лучше способа абстрагироваться от окружающего мира, чем погрузиться под воду. Только тут, во мраке бесконечной воды, можно осознать, насколько величественна и грациозна природа по сравнению с человеком. Я много раз проезжал мимо этого места и даже не подозревал о его наличии. Как гласит вывеска, тут находится заповедник скатов, и, возможно, сегодня нам повезет увидеть их в естественных условиях. Это сторож. Сторож охраняет территорию. Мы пришли, а никого нет, только сторож. Сторож из тебя так себе, если честно. Так себе сторож из тебя, так себе сторож. Мы не увидели никаких скатов, но коралловый риф в этом месте очень красивый. После того, как мы поплавали, подошел парнишка и сказал, что нужно заплатить по 50 песо с человека, потому что это морской заповедник. А скаты, он сказал, плавают на глубине 15 метров, и только дайверы могут их увидеть. С поверхности, с обычными масками их не увидеть. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, то поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Если не понравилось, то напишите почему. Всем спасибо и всем мира!